Всем привет, с вами Иван Жданов, и это очередная сводка новостей войны. Сегодня 15 апреля, и военные действия продолжаются 51 день. Крейсер «Москва» все-таки затонул, обстрелянный Белгород и несколько российских поселков. Байден заявил, что может приехать в Киев, а директор ЦРУ опасается, что Путин нанесет тактический ядерный удар. Тем временем в Украине продолжается локальное столкновение, в том числе среди отдельных подразделений, как на этом видео. Вот на видео видно, как идет прямо бой. Я так понимаю, что это украинский БТР сражается с танком, и видно потом, что танк горит, трассирующими снарядами его подбило, и танк горит. Очевидно, кто победил именно в этом маленьком локальном бою. Активные боевые действия идут в районе Попасной. Здесь украинские войска закрепились на возвышенностях и организовали такую усиленную оборону. Поэтому даже активный обстрел артиллерии не помогает частям так называемой ДНР и российским властям выбить противника. Эти фото укреплений появились больше суток назад в пропагандистских телеграм-каналах, поэтому сейчас не будет большим секретом их показать, они не раскроют никакую военную информацию. Тут мы видим хорошо оборудованные позиции, сделанные по правилам фортификации. Для наступающих Попасная имеет решающее значение, так как, захватив ее, можно двигаться дальше в сторону Бахмута, прямо по шоссе. А также открывается возможность выйти в тыл обороняющимся силам ВСУ в районе Рубежная, Северодонецк, Лисичанск. Пока украинцам удается сдерживать все натиски и даже контратаковать отдельные колонны и сосредоточение российских войск южнее Изюма. Переброска новых частей в этот район продолжается, но на пути российских военных встают не только украинцы. Короче, непонятно сейчас, что будет. Нам вот по этому мосту нужно будет переправиться туда. Уже один КамАЗ стал. Да понятно, что будет. У нас это видео «Криворукий водила» названо. Понятно, что дальше будет. Тем временем почти каждый день мы видим новости об обстрелах украинцами российских пограничных пунктов и даже городов с селами. Этим утром жители Белгорода могли видеть вот такую работу российской ПВО. Непонятно, что там летело. Ракета, беспилотник. Обошлось без пострадавших. Какая это атака по счету на Белгород, третья или четвертая? Официально Киев все опровергает и говорит, что если нет войны, то и обстреливать Россию никто не может. А вчера был атакован поселок Климово Брянской области. Уничтожены несколько домов, 8 человек пострадало, в том числе беременная женщина. Давайте посмотрим оттуда кадры. Вот было 3 удара. Вон 2 очага видно. А что, Славик прислал фотографии? За этим. СК России заявила об атаке низколетящих украинских вертолетов. Сегодня Минобороны уже рапортовал, что атаковавший Брянскую область Ми-8 был сбит в Черниговской области системы С-400. Также вчера был минометный обстрел пограничного пункта Новые Яриловичи. Это известный пункт «Три сестры» на стыке России, Украины и Беларуси. Пострадал сам пункт и машины, которые там находились. Давайте посмотрим. Вон вся крыша. Вот такие вот тут прилеты были интересные. Вот, вся крыша покоцана. Вот это гражданские машины, просто люди пересекали границу. Вот что осталось. Кто стрелял, конечно, непонятно. И какое-то чудо, что никто не пострадал. Реакция властей выглядит совершенно странной. В приграничной зоне уже небезопасно находиться, но никакой эвакуации не проводится. Песков заявил, что если Украина продолжит провокации с атаками на российские города, то Россия будет вынуждена объявить войну. Поразительное лицемерие. Война уже, естественно, идет.
ночью снова бомбили Киевскую область, они только говорят о том, что Россия планирует начать войну. Вы уже давно в этой войне застряли, вы уже воюете по полной. И будете только объявлять? Ну давайте. Удар в Киеве пришелся по Жулянскому машиностроительному заводу. У нас есть видео оттуда. Короче, ух ты, блин. Бомбят самолеты. А вот крейсер «Москва» все-таки затонул. Об этом вчера вечером сообщил Минобороны. Пишут, что во время буксировки корабль попал в шторм, потерял остойчивость, такой морской термин, и затонул. Конечно, мы не знаем, как все было на самом деле. Особенно теперь, когда корабль потонул, никаких подтверждений никто не увидит. Никаких взрывов, вот следов от взрывов мы тоже не увидим. Но я допускаю, что Москва затонула практически сразу после того, как по ней нанесли ракетный удар. Просто российские власти пытались хоть как-то оттянуть новость о гибели крейсера. Может, опять Путину боялись доложить сразу же. Несмотря на то, что Москва это довольно старый корабль, он играл важную роль в защите всего флота от самолетов. И как ни иронично, ракет. Потому что на Москве установлен морской вариант ПВО С-300. А теперь у Черноморского флота нет кораблей с такой мощной защитой противовоздушной обороны. Придется им прятаться реально где-то в портах. И, конечно, пропаганда разгоняет версию о пожаре на крейсере. Но, повторюсь, совершенно достоверной выглядит информация о том, что Москву атаковали украинские ракеты «Нептун». Тем временем Россия потеряла еще один Су-34. По обломкам сбитого бомбардировщика удалось определить даже его бортовой номер. Уже будничная новость о сбитии очередного беспилотника пришла. Ну, те самые «Орланы», которые собраны из пластиковой бутылки и фотоаппарата Canon. А в Херсонской области вчера состоялся новый обмен военнопленными. Правда, не слишком массовый. 4 российских военных обменяли на 5 солдат ВСУ. Вслед за Сбером из Apple Store удалили приложение Альфа-банка. Думаю, постепенно не останется российских банков с приложением вообще. Президент Польши Дуда подписал закон об эмбарго на российский уголь. Кроме того, по этому закону можно замораживать имущество лиц, поддерживавших российское вторжение в Украину. Джо Байден заявил, что может приехать в Киев. Пусть это было и такое мимолетное заявление, но тем не менее, я думаю, что подобный визит, во-первых, возможен, а во-вторых, он на Украине бы пошел на пользу. Well, we're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. Вы готовы поехать? А вы готовы поехать? А вы готовы? Ну, так можно долго, но в целом, конечно, вероятность такого визита возможна. И это, повторюсь, достаточно хорошо. Тем временем директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил, что Путин может применить тактический ядерный удар, если отчаяться победить в Украине. Бернс добавил, что администрация Байдена воспринимает угрозу ядерного удара совершенно серьезно. Американская разведка в последнее время дает правильные прогнозы. Ну, вспомните про начало войны. Может ли Путин ударить ядерным оружием? Да, может. Может даже уничтожить какие-то города, чтобы всех напугать, чтобы вернуть в шок. Но уничтожить все человечество не получится. Ну, ядерная зима и ядерная тотальная война сейчас не выглядят реалистично. Города от Варшавы до Нью-Йорка будут существовать, будут просто жить, люди там будут учиться, влюбляться, заниматься наукой, читать книги. А Путин сдохнет скоро, независимо от того, запустит ли он ракеты или нет. А напоследок мы покажем вам видео с испытаний той самой ракеты «Нептун», которая, судя по всему, и была той ракетой, которая уничтожила крейсер «Москву».